Ты только послушай. Он смотрит на тебя иначе, чем на всех остальных. Он может ничего не говорить вслух, но в его взгляде прячется целый роман о тебе. Сегодня я расскажу тебе, что он видит в тебе, о чем молчит, что его восхищает, а что пугает. Я сделаю расклад на Таро, и ты узнаешь, какая ты в его глазах. Это будет личное, глубокое, настоящее гадание для тебя. И если ты готова, то тогда давай начнем. Приветствую всех, друзья, с вами на связи это Влад Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу сделать для вас общий расклад Таро. Какая ты его глазами или какая ты в его глазах. Настройтесь на себя, на своего мужчину. Это гадание сегодня для мужчин. Не подходит, наверное, это гадание сегодня для женщин, точнее, да, а для мужчин оно подходит в том случае, если мужчины хотят посмотреть на ситуацию со стороны и так же, как и женщины, услышать некие советы, подсказки, инсайты и так далее, что касается в отношениях. Но мы пойдем именно по потоку и начнем с того, что посмотрим. Давай зайдем с того, что посмотрим твое отражение в его сознании. Вот кто ты для него сейчас, вот этот момент разберем и посмотрим. Вот первый вопрос, который я хочу задать, вот каким он видит твой характер, твою силу, твою суть. Давай посмотрим это. Он видит тебя человеком одиноким, быть в одиночестве. Он видит тебя таким человеком, как бы индивидуальностью, но ты немножечко как будто бы отстранена от реальности. Я не буду сейчас тебя обвинять в социофобии, да, но немножечко он тебя видит человеком-одиночкой, нелюдимой и такой отшельницей. Окей. Отшельницей. А вот что в тебе для него притягательно? Даже если он это скрывает и не выносит как-то вот, не дает знать, да, тебе, что это притягивает его. Ну смотри, ты хоть и одиночка, да, но возможно здесь карта навязчивости. Я думаю, что его притягивает твоя независимость и наоборот, твоя ненавязчивость. То есть ты, знаешь, как будто бы отстранена от него и не навязываешься, да, при этом. То есть тебя как бы ты создаешь такую вот атмосферу вокруг себя, что тебя нужно добиваться, да, ему. И ему это как бы, ему это притягательно. То есть твоя как бы недоступность для него притягательна. Но смотри, если ты действительно считаешь, что ты навязываешься, да, и это ему нравится, ну тогда это общий расклад. Смотри, потому что ненавязчивость и навязчивость это две стороны одной середины, как говорится. Но я бы все-таки сказал, что учитывая то, что ты любишь быть в одиночестве, ты еще и не навязываешься. И вот подтверди мои ощущения, что я все-таки считаю, что ты больше не навязчива, чем навязчива. И как ты считаешь, напиши в комментарии. Окей. А вот что его пугает или, может быть, заставляет держать дистанцию? Да, вот он чувствует, что ты на дистанции. Что его заставляет держать дистанцию? Может быть, действительно, и он опасается, с одной стороны, что ты потребуешь больших усилий, чтобы тебя завоевать, да? Что его пугает или заставляет держать дистанцию? Твоя холодность все-таки, твоя отстраненность и твой интеллект. Вот он чувствует, что ты, не глупа, да, умна. И такая отстраненная одиночка с мозгами, давай вот так скажем. Да, вот все мы
имеем разный интеллектуальный, да, уровень, и вот он чувствует, что мозги-то у тебя есть ум, да, и этот ум тебя заставляет, возможно, держать дистанцию, не навязываться, да, и вот держаться так особнячком, так, да, вот. Окей, это пока что так интересно, да. А вот, а какая ты в его фантазиях и снах? Ну смотри, в его фантазиях и снах ты очень эффектная, да. И в его фантазиях и снах ты имеешь привкус кави, шоколаду, можливо, кориці, да. То есть с привкусом кофе, шоколада, корицы. И ты нетороплива. Да, вот такая медленная, да, вот такая расслабленная, плывущая такая, да, вот парящая, да, манящая ароматами. Ну, возможно, твой конек это есть ароматы, поэтому в его фантазиях и снах он ощущает какой-то запах от тебя приятный, да. И ты заставляешь, может быть, его плыть вместе с тобой, поскольку твоя вот это вот умение держать себя или подавать себя, да, вот так эффектно, как ты умеешь, оно дает ему ощущение, что ты нетороплива и как облако. Вот почему-то у меня как облако. Ну, пусть будет как облако. Если тебе нравится ассоциация с ароматом и облаком, то это значит, где-то тебе перекликается этот расклад. Давай спросим, вот что он замечает в тебе первым, или что ему бросается в глаза, когда он видит тебя, да? Смотри, он не улавливает твоего возрастного состояния энергетики, да, то есть возраст для него не имеет значения. Он подозревает, да, может быть, разницу в возрасте, но сколько не понимает. То есть, или наоборот, он чувствует, что разница в возрасте есть, да, он прямо может очень сильно чувствовать. Но выглядишь ты гораздо моложе, чем есть на самом деле. Ну и действительно, как бы у тебя не было, да, вот это отношение, как ты выглядишь и твой возраст, для него это не имеет значения. Действительно. Ну, здесь могут быть отношения с разницей в возрасте, с мезальянсом, как говорится, да. А давай посмотрим тогда, что его цепляет в тебе вот в мелочах, да, в деталях. Твое умение внимательно слушать, внимательно читать, твоя, возможно, начитанность, кстати, может быть, и твое умение вот концентрировать внимание на том, что ему интересно. Вот так вот. Ну, больше, конечно, это твоя осведомленность и твой кругозор. Вот это вот. Ну и на втором месте, ну и может быть даже и на первом, и на втором месте одновременно умение слушать и быть заинтересованной и в том, что ему интересно, и какие-то, может быть, общие интересы, да, вот которые могут возникнуть у вас или уже возникли, или могут возникнуть, да. Есть что-то общее между вами, что может заинтересовать не только его, но и тебя, или вас вместе. Хорошо, давай теперь немножечко так посмотрим эмоции, которые ты в нем вызываешь, и посмотрим, вот какие чувства ты пробуждаешь в его душе. Какие чувства ты пробуждаешь в его душе. Смотри. Во-первых, это чувство дежавю. Ему кажется, что вы были знакомы. Может быть, в этой жизни, может быть, в какой-то прошлой. У него чувство радости, у него чувство сближения, у него чувство объединения. И это чувство праздника и торжества.
А когда он думает о тебе, вот что он ощущает именно телом и сердцем? Но смотри, когда он думает о тебе, он думает, что ты ему снишься, это во-первых. Что это все ему кажется, это его окрыляет, поднимает его, да. То есть ты для него вот в каком-то состоянии, да, он когда с тобой, он становится в состоянии, как будто ты для него становишься музой, слышишь, да? И телом, и сердцем он ощущает подъем, окрыление. Здесь карта говорит, что он бежит за иллюзией, и ему кажется, что он поднимается, что он парит, ему становится легче. Поэтому, когда он думает о тебе, ему, несмотря ни на что, становится не хуже, а наоборот лучше. Что из прошлого между вами он вспоминает чаще всего? Ну, это какая-то встреча, и это встреча, где вы не только хорошо откушали, да, и отпили, но и поняли друг друга без лишних слов и только взглядом. Он вспоминает ту встречу или тот ужин, званый, незваный, гаданный, негаданный, жданный или нежданный, ну, может быть, неожиданный или долгожданный. Когда ваши взгляды встретились, и вы без слов поняли друг друга. Чего он боится именно вот непосредственно в связи с тобой? Смотри, он боится отдаться страсти. И, может быть, даже между вами еще не было той близости, которая могла бы породить ту страсть. Но страсти он с тобой побаивается. Возможно, за твоим холодным фасадом, да, скрывается очень страстная женщина, и он это чувствует. Напиши, так ли это. Я думаю, что это, скорее всего, так. И именно страсти он и опасается. Но, может быть, конечно, он еще не умеет танцевать, но я уверен, что ты его научишь, даже если и ты не умеешь этого делать. Вот давай спросим, есть ли в нем тоска, сожаление или какие-то другие чувства, которые связаны с тобой непосредственно? Нет, тоски, сожаления нет, но у него есть чувство агрессии. Где-то что-то есть, может быть, это недопонимание какое-то, может быть, какой-то упрек у меня почему-то идет, может быть, какое-то предупреждение. Но, тем не менее, тоски не вижу, сожаления не вижу, вижу агрессию. Почему так? Напиши в комментарии. Мне интересно, почему он на тебя разозлен или агрессивен, не учитывая то, что здесь пока что очень такой сладкий привкус у расклада. Давай тогда спросим, как он реагирует внутри себя, когда ты рядом. Проверим эту карту. Ну, либо он хочет тебе прислуживать, либо пытается поставить все так, чтобы ты прислуживала. Поскольку это действительно общий расклад, ну, давай так я скажу, что он хочет, чтобы ты его обслуживала, прислуживала, проявляла к нему какой-то вот интерес, да. Но если ты чувствуешь, что он действительно хочет прислуживать тебе и заботиться о тебе, поэтому, тут о служить или прислуживать, да, вот именно прислуживать, но это больше вот в хорошем смысле этого слова. Поэтому здесь внутри себя он чувствует либо желание прислужить тебе, помочь тебе, обслужить тебя, либо хочет этого в отместку, да, взамен. И тут уже нужно смотреть, как у вас это проявляется действительно. Ты к нему, ты за ним ухаживаешь или он за тобой ухаживает, да, если он за тобой ухаживает, а ты нет, то надо давать, да, в обратную сторону и наоборот, естественно, да. Давай посмотрим немножко вот его мысли более детально, те мысли, которые ты не знаешь, да, вообще. Вот он, что он думает,
о тебе, когда молчит, да. Вот замолчал и думает. Ну, смотри, для него эти отношения, если это новые отношения, то он думает, блин, это классно, это новые отношения, это как-то так свежо, легко. А если вы уже прям давно в этих отношениях, то, естественно, для него хочется чего-то нового. Ну и он хочет тебя, он думает о том, как бы узнать о тебе больше, да, больше нового. Ты ему интересно здесь, в этом раскладе. Что он хотел бы тебе сказать, но вот не решается. Но он хотел бы ближе быть с тобой и хотел бы, чтобы ты его поддерживала и, может быть, где-то помогала. Но если ты совсем молчишь и, как говорится, морозишься, то, может быть, он хотел бы, чтобы ты его попросила о поддержке. Тут уже нужно опять-таки смотреть с другой стороны. Давай спросим, вот сравнивает ли он тебя с другими женщинами? У него есть с чем, точнее, с кем сравнить, да, или с чем сравнивать, как говорится, в общих чертах. Но он сейчас тебя с другими женщинами не сравнивает. На данный момент ты для него несравненна. Но это на данный момент. В принципе, и может быть так и продолжится. Это начало отношений каких-то или какой-то этап. Может быть, где-то он сравнивает начало отношения с другими женщинами, но если взять в целом, то я не вижу здесь никого, кроме тебя и его. Может быть, он сравнивает начало отношений для того, чтобы понять, как ему комфортно, да, и комфортно ли вообще. А видит ли он тебя в своем будущем? Да, такое возможно, и вам, и ему нужно набраться терпения. И да, ты здесь есть, и вот этот синий такой муар или синий дым, да, или дымка какая-то, да, говорит о том, что много чего еще непонятного. И главное, что в этой дымке есть ты. Поэтому да, он видит тебя в своем будущем. Что он считает твоей главной слабостью? Он считает тебя немножечко странной все-таки, да, учитывая то, что мы уже там посмотрели в предыдущих картах, особенно в начале. Но иногда он считает странным, да, или слабостью, точнее, он считает слабостью твои странные мысли, да, иногда он тебя не понимает. И где-то ты, может быть, мыслишь не так, как он, естественно, женщины мыслят там совершенно другим полушарием, чем мужчина, да, и учитывая то, что женщины там с Венеры, а мужчины с Марса, то есть это два разных, да, мира. Но тем не менее, он считает твоей слабостью какие-то нестандартные вещи, нестандартные мысли, нестандартные поступки. Или твое нестандартное поведение, давай так скажем, так тоже можно сказать. А вот что он считает твоим главным даром или твоим главным сокровищем? Умение отстаивать свою позицию и умение, может быть, соперничать в каких-то вопросах, умение спорить, и, может быть, умение соперничать еще с кем-то, да, то есть он видит в тебе, может быть, сильную соперницу, но не по отношению к себе больше, да, а может быть, вообще вот умение вот постоять за себя, за свою позицию, да, вот ты для него человек с каким-то своим кредо, да, странный или странная, но, тем не менее, принципиальная, сильная и особенная. Вот это вот стоит отметить сейчас уже, да, обозначить можно. Давай немножечко теперь посмотрим вот тайные желания и образ тебя в его мечтах, да, вот такое вот посмотрим, вот какой он тебя
себе представляет в идеальных отношениях. Но он представляет тебя пока что в свободных отношениях, чтобы у каждого был свой выбор, и он не хочет тебя как-то сдерживать, сковывать, но также не хочет, чтобы и ты его не сдерживала, не сковывала, да, то есть, по сути, в идеальных отношениях он видит и тебя, и себя свободными, но это пока, на здесь и сейчас, но, тем не менее, это может быть и на потом, да, то есть, для него это тоже может быть каким-то определенным решающим моментом. А если у него с тобой какие-то потаенные фантазии, да, вот такие более интимные. Ну, они-то могут быть, конечно, но он тебя еще не знает. И все-таки вот самая потаенная его фантазия по отношению к тебе, это как можно, ну, знаешь, ближе познакомиться или поглубже познакомиться вот в таком контексте. Поэтому здесь необходима информация, и то есть он хотел бы о тебе знать все на самом деле. И чем больше и глубже, тем лучше. Что бы он хотел прожить с тобой, если бы не было препятствий? Но он может прожить с тобой, в принципе, и всю жизнь, да. Тут проявление мудрости, поэтому я бы так сказал, он может хотеть прожить с тобой всю жизнь. Главное, чтобы это было по уму, как для него, так и для тебя. Здесь есть благородство, поэтому он бы хотел бы прожить с тобой какие-то благородные мужские сцены. И это очень хороший знак, как для мужчины, который может быть настоящим мужчиной. То есть он хотел бы прожить с тобой себя, благородного, настоящего мужчину. Очень крутой пока что расклад. Да, есть нюансы, да, всегда в отношениях есть аспекты, но, тем не менее, какие-то особенности. А давай спросим, какая сцена? Сцена, видишь, ты на сцене стоишь. Ну да, и здесь тоже. Какая сцена с твоим участием в его голове повторяется чаще всего? Там, где ты была в растерянности, ты где-то очень сильно растерялась, и, может быть, он не растерялся при этом. Ты была такая опешившая. И, может быть, он тебя разбудил утром, и что-то между вами произошло, да, такое. Может быть, взгляды, может быть, смущение и так далее. То есть вот эта вот сцена утреннего пробуждения и твоей растерянности. От чего он боится лишиться, если вдруг потеряет тебя? Действительно боится лишиться тебя, он действительно боится. И он боится тебя не найти. Боится тебя не найти, и он будет искать тебя. Но пока что так я вижу, а там посмотрим, может из потока что-то выйдет еще. Но тем не менее, давай спросим, вот в чем ты для него недосягаемая? В каком аспекте ты для него недосяжная, кажется, да? Ты знаешь, ему кажется, что ты намного умнее, чем кажешься. Ему кажется, что ты намного умнее, чем кажешься. И он думает, что ты даже умнее его. Такое бывает. Бывает такое, что женщины умнее мужчин. Бывает. Такое часто, кстати, бывает на самом деле, если женщина действительно не страдает проблемами с самооценкой и действительно развивает свой интеллект в том направлении, который действительно правильно надо развивать, как говорится, да. Вот его внутренний конфликт о тебе, он какой? Вот почему он сдерживает себя, если сдерживает? Ну смотри, ты для него медленная, да, то есть ты, условно говоря, черепашка, а он по сравнению с тобой, я не знаю, сороконожка, да, давай так.
Почему он сдерживает себя? Потому что, во-первых, он ожидает, он не торопится. И действительно здесь ожидание, и ты не торопишься. То есть вы оба не торопитесь. Поэтому он себя и сдерживает. То есть он наблюдает за тобой. Видишь, ты наблюдаешь за ним. Вот у вас такая позиционная идет как бы позиционные отношения, где каждый из вас вот не торопится именно для того, чтобы получить наибольшее количество информации. А в чем его борьба? В чем его борьба? Вот в чем сердце против разума? Давай спросим. Да нету здесь никакой борьбы. Особо сердце против разума у него не настроено. Здесь он наслаждается моментом, поэтому, в принципе, нету у него внутренней борьбы сердца и разума. А есть ли в нем ревность или чувство собственной неуверенности? Вот это спросим. Она может быть где-то есть и то, но он не спешит какие-то выводы делать. Поэтому я бы сказал так, если и да, то очень-очень на низком таком уровне, да. Да, оно может быть, но его разум позволяет ему это остудить. И как чувство ревности, так и чувство неуверенности. Вот что заставляет его отдаляться или молчать? Но он сам себя контролирует. Карта он, да, мужчина, то есть он сам себя контролирует. И единственное, что еще может быть здесь, если он подозревает, что у тебя кто-то есть, то есть он собирает как бы вот этот анамнез, да, твоего прошлого, поэтому либо соперник его, либо он сам. Ну, вообще это он, но тем не менее он это еще он тот, который еще может быть у тебя. Если он есть, то он, наблюдая за тобой, пытается понять, насколько у тебя связи, ну, монотонны, насколько ты моногами, да, как говорится. А вот что бы изменилось в его жизни, если бы он сделал шаг к тебе? Ну так, гипотетически. Но вы бы сблизились, и он бы начал чувствовать твою интуицию, он бы начал чувствовать твое сердце, твою душу, и вы бы стали бы немножечко ближе и роднее. То есть, возможно, вы бы стали более родственными душами, нежели есть сейчас. А какие вот если бы он прокручивает в своей голове, да, вот какие если бы, вот если бы то, если бы сё, да, вот что он прокручивает. Если бы не семейные устои, если бы не мама, если бы не папа, и если бы не мое воспитание и ее воспитание, да, вот семейные устои воспитания, да, или традиции, семейные ценности, да, ну, может быть, где-то и религиозные тут могут быть тоже, ну, особенно если они имеют значение в ваших отношениях. Хорошо, давай чуть глубже уйдем, да, в его подсознание. Вот как он тебя чувствует душой, да? Давай вот это посмотрим. Как он чувствует тебя душой? Ну, он видит тебя вот такой пираткой, что ли, да? Но с другой стороны, он видит тебе решительного человека, и то, что ты еще там, может быть, держишь дистанцию и так далее, он чувствует в тебе харизматичную личность, харизматичную и решительную душу. Отчаянного человека все равно. Почему так? Ну, можешь написать тоже в комментарии. А вот как он чувствует твою энергию на расстоянии, на дистанции? Он чувствует, и он чувствует твою энергию, когда у тебя проблемы. Когда у тебя возникает, когда тебе плохо, он тебя чувствует.
Поэтому на дистанции он чувствует, когда у тебя возникают проблемы и когда ты решаешь эти проблемы. И у вас может быть там звонки или встречи или общение как раз вот в период каких-то проблематичных ситуаций возникают. Думает ли он, что вы кармически как-то связаны? Знаете, у вас тут есть сложный разговор. Я подозреваю, что да, но это откроется, и он будет больше так думать, чем дольше вы будете общаться. Вот чем больше у вас будет возникать проблем, тем скорее он так будет думать. Скорее он так будет думать в перспективе, нежели сейчас. Возможно, сейчас до этого еще не дошло вопроса, да, то есть он не особо заморачивается этим вопросом, кармическими связями. Ну, может быть, в отличие от вас. Если вам это интересно, то ему это, скорее всего, пока не интересно. Но в процессе, когда у вас будут решаться какие-то проблемы, то он, может, к этому и придет. Какой знак он получил от судьбы о тебе? Вот какой он знак получил от судьбы, что ты у него будешь, да? Ну, как бы вы войдете в отношения какие-то, да? Ну, вас связывает какое-то приключение, и это уже для него есть знаком. То есть, может, он тебя как-то спас, может, ты его спасла, может быть, вы как бы там какой-то у вас пиратское пати было, да? Ну, может, не пиратское, а какое-то другое, да? То есть, может быть, какие-то ролевые, может быть, какой-то квест проходили. Может, вы просто так вот столкнулись лицом к лицу в каком-то приключении, и вот эти вот ваши взгляды остановились, и он это, кстати, помнит. Помните, мы про взгляды, да, вот. То есть, он получил знак о тебе от судьбы в процессе какого-то приключения, квеста, столкновения, случайности какой-то, да, вот такой вот неожиданности. Вот такое. А если что-то, что его душа знает, а разум отрицает? Душа знает, а разум отрицает. Ну, может быть, его душа знает твою душу, и он подозревает тебя родственной душой. И вот он присматривается, принюхивается. Слышишь, да, именно принюхивается, потому что ароматы твои, они какие-то особые. Напиши, какие ароматы: роз, кориці, кави, да, шоколаду, да. Що в тебе таке є? Який аромат тебе надихає його, да, почуття. И, то есть, по сути, если что-то, что душа знает, а разум отрицает, давай так скажу, душа знает, что вы родственные души, а разум говорит: да не, такого не бывает. Бывает. Тут вот может быть и про родственные души. Что он осознает только во сне или в тишине? О тебе осознает. Он хотел бы с тобой уединиться, и чтобы вам никто не мешал. Он хотел бы с тобой закрыться от всего мира и сбросить все маски с тебя, себя. И открыть тебе свои тайны, и открыть твои тайны для себя. Какую роль ты играешь в его жизни сейчас и в будущем? Да, вот тебе послание Таро идет сейчас. Какую роль ты играешь в его жизни сейчас и в будущем? Вот что ты играешь сейчас. Сейчас твоя роль – это траур по прошлому. То есть он с тобой, вместе с тобой, он хоронит прошлое. А вот в будущем. А в будущем все зависит и от тебя, и от него, и от твоей позиции, и от его позиции. Поэтому если сейчас ты есть тот человек, который хоронит его прошлое, то в будущем, благодаря умелому позиционированию себя и его в ваших отношениях, может и быть твоя позиция в его будущем. Поэтому в его будущем ты имеешь шанс занимать свою позицию. Интересный расклад, кстати, сегодня. А что он осознает через тебя о себе самом?
о себе самом. Он понимает, что благодаря тебе он может осуществить свою мечту. Прекрасно. И он ощущает себя более легким, воздушным, окрыленным, но воодушевленным и вдохновленным. Поэтому ты для него где-то являешься музой. И я уже это говорю сегодня в раскладе второй раз. А что именно станет для него поворотной точкой? Какая-то яркая встреча, какой-то, может быть, яркий наряд, какая-то романтика. Здесь она показная, эта романтика, но, тем не менее, это какая-то все-таки будет яркая, запоминающаяся встреча. Невозможно, он будет очень красиво и нарядно одет. Ну, а может быть, это будет и твой наряд. А что тебе нужно знать о себе через его глаза? Ты не готова признаться, что из-за него ты уже почти на грани, но чувствуешь, как на грани и он. И о себе тебе нужно знать, что ты готова намного больше, чем о себе думаешь, и что те риски, на которые ты готова пойти, но еще не представляешь, еще впереди. То есть ты намного более отчаянный и рискованный человек, и благодаря этим отношениям у вас еще все впереди. Давайте теперь спросим, возможно ли между вами счастье? Что вот как карты видят? Ну, оно-то возможно, и счастье, оно не всегда, когда все хорошо, а когда еще и скандалы, когда там интриги, скандалы, интриги и расследования, да. Но возможно ли оно? Да, но вам нужно притираться друг к другу, да, и проходить все самые горячие фазы отношений. Да, возможно, не без скандалов. То есть счастье есть. Стоит ли за него бороться, за это счастье? Давайте так скажем. Спросим точнее. Ну, давай так. Тебе нужно, во-первых, остудить свои фантазии. И если и бороться, то с трезвым умом и холодным рассудком. Окей? Окей. Честен ли с тобой этот человек? Честен ли он? Вредное окружение. Но это окружение. Давай я так скажу. Карта не очень хорошая. И я бы так сказал. Его честность зависит от твоей истинной позиции и от твоей искренности. И чем меньше людей вокруг тебя, тем лучше вам в отношениях друг друга понимать и быть честными друг с другом. Поэтому, если тебе кто-то говорит, что он тебе врет, не верь окружающим, а верь своей душе и своей практике отношений с этим человеком. Верен ли этот человек вообще, да? Верный ли он? Не могу сказать однозначно, верен он или нет. Здесь удобная женщина, и о верности здесь вряд ли стоит говорить. Здесь говорится об ситуации, поэтому как минимум здесь и сейчас утверждать этого нельзя. Я не могу сказать, что он верный. Но опять-таки, может быть, есть женщина, которая ему удобна, и это не ты. А может быть, это и ты. Поэтому здесь общие расклады, и мы пока еще не видим, да, я не вижу здесь, насколько ты удобна ему. И если ты действительно для него удобная женщина, то, может быть, он тебе и не верен. А если это кто-то посторонний, ну, тогда это просто удобная женщина и ничего большего. Хорошо, давай тогда спросим. Если вдруг у вас пауза, будет ли
он тебя возвращать? Или готов ли он? Ну, если он и будет тебя возвращать, когда только дойдет до финала, я пока не вижу. Не вижу. Если у вас это пауза, то это может быть и затяжная пауза, потому что это прямо финал выпадает, то это не пауза, а конец. Поэтому будет ли он тебя возвращать? Вряд ли, если вдруг у тебя этот вопрос актуален. Ну и давай спросим, а будете ли вы вместе? Ну, если ты сможешь не только подарить себя, но пойти на какие-то жертвы со своей стороны, то, скорее всего, этот шанс между вами имеет шанс на реализацию. Услышимся. Па-па.